От помощи кишечнику до подавления воспалений и даже улучшения психического здоровья в этом видеоматериале давайте выясним, как пищевые волокна обеспечивают свои бесчисленные преимущества. Глубоко в вашем нижнем отделе кишечника круглосуточно идет пир. Триллионы микроорганизмов, населяющих ваш кишечник, потребляют пищу, которую вы съели, но не смогли переварить. Их мотивы эгоистичны, но они все же оказывают вам услугу, заботясь о здоровье вашего кишечника, мозга, сердца и иммунной системы. Тем временем на заднем плане мимо тихо проплывает еще более неперевариваемая пища. Даже микробы не станут к ней прикасаться, но и она оказывает положительное влияние на ваше здоровье. Как же называется вся эта непереваренная пища? Клетчатка. Возможно, это самый непримечательный нутриент, но у него так много полезных свойств, что он заслуживает звания суперпродукта. И хотя польза для здоровья диеты, богатой клетчаткой, признается с 1950-х годов, лишь в последние годы мы получили более четкое представление о всей сложности этого разнообразного вещества и о том, как максимизировать его положительные эффекты. Новые исследования раскрывают силу различных типов клетчатки в подавлении воспалений, улучшении иммунной функции и психического здоровья. Эти исследования также показывают, почему клетчатка, часто добавляемая в обработанные пищевые продукты, не даст такого же эффекта. Пищевые волокна, также известные как грубые волокна, определяются как часть потребляемой пищи, которая не может быть расщеплена нашими собственными пищеварительными ферментами. Вас можно простить за то, что вы считаете всю клетчатку в принципе одинаковой, просто скучными грубыми частицами, которые входят с одного конца и в конечном итоге выходят с другого. В конце концов, на этикетках продуктов ее рассматривают как единую монолитную сущность. Если они вообще утруждают себя, большинство просто указывает, сколько граммов клетчатки содержится в порции продукта. Но клетчатка МУ — это не просто клетчатка. Она гораздо сложнее, чем другие виды пищи. Несмотря на универсальную маркировку, клетчатка включает в себя чрезвычайно разнообразную смесь соединений растительного происхождения. Большинство из них — это структурные молекулы из жестких клеточных стенок растений. Эти некрахмальные полисахариды включают целлюлозу, лигнин, различные гемицеллюлозы и другие. Вторая, меньшая категория — это резистентный устойчивый крахмал, который происходит из запасающих энергию крахмальных гранул внутри клеток. Таким образом, клетчатка охватывает весь спектр — от огромных молекул, таких как целлюлоза, которые могут содержать цепочки углерода длиной в тысячи атомов, до крошечных сахароподобных молекул с углеродным скелетом всего из 3 атомов. Разные растения содержат разное количество этих типов клетчатки. Например, резистентный крахмал в изобилии содержится в зеленых бананах и бобовых, тогда как пектин распространен во фруктах. В свою очередь, эти волокна по-разному влияют на наше здоровье. Мы обнаруживаем, что разные типы клетчатки оказывают очень разное влияние на метаболизм. Помимо этого природного изобилия, мы также все чаще получаем клетчатку из искусственных источников. Сюда относятся либо очищенное и переработанное растительное сырье, либо полностью синтетическая клетчатка, которые упаковываются в добавки или добавляются в пищу. Существуют и животные источники клетчатки, в основном хитин и хитозан из экзоскелетов насекомых и ракообразных, но они не являются значительным компонентом западной диеты. Учитывая это разнообразие, предпринимались попытки разбить классификацию клетчатки на более мелкие подгруппы. Наиболее широко используемое различие — растворима ли клетчатка в воде. Например, целлюлоза и лигнин не растворяются в воде и классифицируются как нерастворимые пищевые продукты, а пектины, некоторые гемицеллюлозы и многие другие растворимы. Считалось, что эти две категории оказывают разное биологическое воздействие. Но теперь мы знаем, что это различие не является ни четким, ни особенно полезным при рассмотрении их влияния на физиологию человека. Более полезной субкатегоризацией заключается в том, что волокно является ферментируемым, расщепляется ли оно микроорганизмами в толстом кишечнике.
Когда мы употребляем клетчатку, она проходит через рот, пищевод, желудок и тонкий кишечник практически в неизменном виде. Пережевывание может физически изменить ее, например, разрушить клеточные стенки растений, высвобождая волокнистые молекулы из их матрикса, но по определению ферментов для ее расщепления не существует. Затем она достигает толстого кишечника, и тогда начинается пир. Этот вместительный орган не выделяет собственных пищеварительных ферментов, но кишит микробами, которые это делают, и многие из них способны расщеплять клетчатку. Наши микробы имеют более 1000 различных ферментов для переваривания клетчатки. Тем не менее, эти микробы могут переваривать лишь определенные типы клетчатки, такие как пектин и резистентный крахмал, но не целлюлозу, которая проходит через человеческий кишечник без ферментации. В итоге толстая кишка, по сути, является ферментационным чаном для химической переработки жесткого растительного материала, производя энергию для микробов, плюс различные интересные побочные продукты, о которых подробнее расскажем позже. За пределами этого, то, что именно происходит в толстой кишке, явление переменчивое. Состав питания сильно варьируется от человека к человеку и от дня ко дню, что затрудняет понимание, какая именно клетчатка что делает. Но мы можем предсказать, что разные типы клетчатки будут иметь в корне разные эффекты. Если бы и этого было недостаточно, каждый человек будет реагировать на клетчатку по-разному из-за различий в микробиоме своего кишечника. Это делает задачу точного определения эффектов пищевых волокон чрезвычайно сложной. В качестве грубого приближения большая часть ферментируемых типов клетчатки расщепляется кишечными микробами, в то время как неферментируемые типы проходят через кишечник в неизменном виде и в конечном итоге выводятся скалом. Оба этих типа клетчатки играют важную роль в здоровье человека. Эпидемиологические исследования последовательно показывают, что потребление достаточного количества клетчатки защищает от целого ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет и колоректальный рак. В 2015 году научный консультативный комитет по питанию установил, что добавление 7 граммов клетчатки в день, примерно столько содержится в одной порции печеной фасоли, в рацион человека приводит к статистически значимому снижению риска развития всех этих состояний. Вопрос тогда в том, сколько достаточно? В 2019 году группа ученых объединила результаты 185 исследований и обнаружила, что это снижение риска было наибольшим при потреблении более 25 граммов клетчатки в день. Люди, достигшие этой цели, показали снижение риска смерти от всех причин, а также значительно более низкий риск ишемической болезни сердца, диабета второго типа и колоректального рака. В результате этих и других исследований большинство стран рекомендуют взрослым потреблять около 30 граммов клетчатки в день. И хотя мы знаем, что клетчатка полезна, эпидемиологические исследования не углубляются в механизмы, с помощью которых она оказывает свое положительное воздействие. В последние годы прилагаются огромные усилия для понимания сложностей пищевых волокон и их взаимодействия с микробиомом, отчасти чтобы создать более полезную систему классификации, а также найти способы включить больше наиболее полезной клетчатки в рацион людей. Многие положительные эффекты клетчатки для здоровья обусловлены ее физическими свойствами. Одно из самых важных — она поглощает и удерживает воду, при этом может становиться вязкой. Некоторые волокна, например, из овощей, могут удерживать до 25 раз больше своей собственной массы и объема воды. Для фруктовых и зерновых волокон этот показатель снижается до 13 и 6 раз соответственно. В желудке это увеличивает объем пищи и приводит к чувству насыщения. Это также задерживает проход пищи из желудка в тонкий кишечник, что продлевает период насыщения после еды. Оба эффекта уменьшают количество пищи, которое мы съедаем во время и между приемами пищи. Далее, в нижних отделах кишечника клетчатка, удерживающая воду, смягчает, увеличивает объем и смазывает, способствуя моторике кишечника и оказывая слабительный эффект.
Это защищает от запоров, которые считаются одной из возможных причин колоректального рака и, как недавно выяснилось, являются фактором риска развития гипертонии и серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты и инсульты. Клетчатка также в определенной степени поглощает жиры, холестерин и глюкозу, в зависимости от типа. Например, клетчатка из грецких орехов может впитать почти в 30 раз больше масла по массе, чем ее собственный вес, что снижает всасывание этих потенциально вредных нутриентов организмом. То же самое происходит с желчными кислотами, выделяемыми в тонком кишечнике для помощи в переваривании жиров. Наш организм стремится реабсорбировать и рециркулировать желчные кислоты, но диета с высоким содержанием клетчатки заставляет печень синтезировать новые из холестерина, снижая его уровень в кровотоке. Кроме того, клетчатка является природным хелатирующим агентом, связывая токсичные тяжелые металлы, такие как свинец, и способствуя их выведению из кишечника. Долгое время это и было пределом нашего понимания положительного влияния клетчатки на здоровье. Но теперь мы знаем, что польза клетчатки не ограничивается ее физическими свойствами, что особенно явно в ее взаимодействии с микробиомом кишечника. Одна из ее задач — поддерживать целостность кишечной стенки, что впервые было обнаружено в 2016 году в исследованиях на мышах. Здоровый слизистый слой кишечника является толстым и помогает поддерживать барьерную функцию, другими словами, контролировать, что проходит из кишечника в кровоток. Если мы едим много клетчатки, то бактерии в вашем кишечнике будут питаться клетчаткой и оставят эту слизь в покое. Но если вы перестанете это делать, они начнут разрушать слизь, потому что им нужно что-то есть. Тогда, конечно, кишечный барьер нарушается. Когда эта слизь истончается, микроорганизмы могут преодолевать кишечный барьер и попадать в кровоток. Это приводит иммунную систему в состояние активности и, как результат, к вялотекущему воспалению по всему телу и повышению риска высокого кровяного давления. Это также способствует ожирению и метаболической дисфункции. Микробная ферментация клетчатки также производит множество химических побочных продуктов с широким спектром полезных для здоровья свойств. Главные среди них — 3 короткоцепочечные жирные кислоты — ацетат, пропионат и бутират. Они повышают кислотность внутри кишечника, подавляя рост вредных бактерий. Но все трое также связываются и активируют большой и разнообразный класс рецепторов на поверхности клеток, изначально в кишечнике, а затем и по всему телу после диффузии в кровоток. Одно из ключевых взаимодействий жирных кислот с рецепторами в кишечнике запускает высвобождение 2 гормонов, подавляющих аппетит. Помимо этого, также известно, что жирные кислоты стимулируют рецептор в кишечнике, который помогает поддерживать барьерную функцию. Это еще одна причина, почему диеты с низким содержанием клетчатки могут привести к воспалению. Попадая в кровоток, такие кислоты разносятся по всем частям тела, включая мозг. Это замечательные метаболиты. Среди их многочисленных и разнообразных положительных эффектов было показано, что они усиливают иммунную функцию, в дальнейшем снижают воспаление и защищают от деменции и метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа. Увеличение потребления клетчатки также меняет состав микробиома кишечника, возможно, в лучшую сторону, хотя вопрос о том, какие именно типы микробов составляют более здоровый микробиом, остается предметом активных дискуссий. К сожалению, преобразовать эти новые открытия в конкретные диетические рекомендации задача непростая. Многие диетологи надеются, что однажды мы перестанем обобщать все виды клетчатки и сможем давать более точные рекомендации, возможно, указывая, какая ее доля является хорошим источником жирных кислот, подобно тому, как на этикетках указывается содержание насыщенных жиров и сахаров. Таким образом, пока действуют существующие диетические рекомендации, но с некоторыми полезными дополнениями. 30 граммов клетчатки в день по-прежнему являются хорошей целью, но важно, чтобы это были разнообразные волокна. Старайтесь охватить как можно больше категорий — фрукты, овощи, бобовые,
орехи, семена и цельнозерновые продукты. Так вы повысите шансы получить адекватное количество всего спектра пищевых волокон. И не беспокойтесь о переедании клетчатки, в этом нет недостатка. Вы можете достичь порога, когда дополнительная польза прекращается, но проблем со здоровьем из-за избытка клетчатки у вас не возникнет. Если только у вас нет заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или воспалительное заболевание кишечника, где избыток клетчатки может спровоцировать обострение. Также желательно получать клетчатку из цельных продуктов, а не полагаться на добавки или обогащенные клетчаткой переработанные продукты, которые часто содержат всего несколько ее типов. Коммерческая добавка с клетчаткой не дает вам того же набора пищевых волокон, а мы считаем, что этот набор действительно важен. Добавки также лишены сложной структуры волокон, содержащихся в цельных растениях, которая в значительной степени важна для их оздоровительного эффекта. Мы полагаем, что клеточная структура действительно играет важную роль, когда пища попадает в толстую кишку. В частности, она усиливает высвобождение гормонов насыщения. По этим же причинам синтетические волокна, которые все чаще добавляют в обработанные пищевые продукты, чтобы создать видимость их полезности, также, вероятно, не являются оптимальными. Мы не знаем, действительно ли они полезны. Еще одна причина выбирать разнообразные цельные продукты, богатые клетчаткой, заключается в том, что они также содержат множество других полезных растительных компонентов – витамины, антиоксиданты и нерафинированные, но усвояемые углеводы. Фактически, эти нутриенты могут частично стоять за эпидемиологическими данными, показывающими, насколько полезны диеты, богатые клетчаткой. Так ли это из-за самой клетчатки или из-за диеты, которая содержит много клетчатки? Вопрос, который никогда не был полностью разрешен. Тем не менее, основной вывод остается неизменным. Совершенно ясно, что диеты с высоким содержанием клетчатки предотвращают хронические заболевания. Так что если вы еще не потребляете 30 граммов клетчатки в день, самое время начать этот праздник живота.